Джеймс вернулся домой в Миннеаполис почти на неделю раньше запланированного срока, рассчитывая провести несколько спокойных дней с семьей и восстановиться после изнурительного рабочего периода. Однако едва его автомобиль свернул на тихую улицу, утопающую в свежем снегу, он почувствовал нарастающее беспокойство. У боковой стены просторного дома, прямо на промерзшей земле, сидели его родители, Ричард и Эвелин. Они были одеты лишь в легкую домашнюю одежду, без верхних вещей и обуви, и заметно дрожали от холода. Происходящее казалось нереальным. Выяснилось, что супруга Джеймса, Моника, днем распорядилась, чтобы они покинули дом, заявив, что сын больше не желает видеть их под этой крышей. Когда Джеймс попытался попасть внутрь, он обнаружил, что замки заменены. Из дома доносилось слабое освещение, но на его присутствие никто не реагировал. Не имея другого выхода, он пробрался внутрь через подвальное окно. Внутри его ждало окончательное подтверждение того, что случившееся не было недоразумением. Моника действовала хладнокровно и расчетливо, ясно давая понять, что не собирается отступать. Перед Джеймсом фактически был поставлен выбор, к которому он не был готов. Он отвел родителей в гостиную, укутал их пледами и постарался согреть, а сам провел ночь без сна, обдумывая произошедшее. На следующее утро Моника покинула дом, не оставив после себя ни объяснений, ни сожалений. Тогда Ричард и Эвелин признались, что подобное отношение продолжалось давно. Им регулярно давали понять, что они мешают, упрекали в расходах и постепенно вытесняли из привычной жизни. Более того, в доме давно появилась посторонняя женщина, нанятая якобы для помощи по хозяйству, о чем Джеймс ничего не знал. Оставшись наедине с фактами, он начал разбирать финансовые документы и обнаружил систематические переводы значительных сумм на имя этой помощницы, которые продолжались почти год. В этот момент Джеймсу стало ясно, что изгнание родителей не было эмоциональным срывом. Это оказалось частью заранее продуманной схемы, последствия которой обещали разрушить не только его брак, но и все представление о жизни, к которому он привык. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.